Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я, Саша Карельский, продолжаю хвастаться тем, что попал в одну из глав книги, посвященной творчеству Димаша. Для тех, кто не совсем понимает, о чем идет речь, рекомендую посмотреть сначала первую часть из цикла «Мурат Рина отвечает на вопросы Алга Петербург». Сегодня вас ждет вторая серия вопросов, и мы начинаем. Внимание, вопрос! Вы отметили, что Димаш выстраивает форму в каждой песне, что говорит многое о музыканте как интерпретаторе. Какая связь между интерпретацией и сотворчеством? Несколько слов о сотворчестве. Я уже говорил, что знание формы говорит многое об интерпретаторе. Давайте сравним музыкальное произведение с домом, созданием. Вот, к примеру, архитектор создал дом и показывает вам его. Вы видите, как выглядит дом на чертеже. Вы видите схему его конструкции. Вот приблизительно так выглядит музыкальное произведение перед глазами исполнителя. Интерпретация заключается в том, что исполнитель сначала должен изучить всю конструкцию. И тут знание законов музыки, формы дает возможность в понимании всей конструкции, где, например, несущая стена, а где вспомогательная балка, как устроена вентиляция, на каком фундаменте и насколько крепко держится дом и так далее. Исполнитель произведения на сцене – это как бы самому построить дом, который создал тот или иной архитектор. Когда я говорю о рахманиновской концепции формы, я имею в виду построить идеальный дом, созданный архитектором. А гульдовская концепция – это вы берете строительные материалы архитектора, но строите свой дом, который будет напоминать дом только в использовании конкретных стройматериалов данного архитектора. Когда я слушаю какого-то исполнителя, я вижу, есть ли понимание у этого исполнителя, как основана конструкция формы произведения, или этот исполнитель просто копирует схему архитектора, не понимая, зачем и почему архитектор именно так задумал свой дом. И последний фактор. Дом архитектор представил черно-белым. Поэтому задача интерпретатора состоит также в том, чтобы покрасить этот дом на свой вкус. Потому как будет окрашен дом, можно многое сказать об интерпретаторе. Исполнитель, у которого не очень хорошо развито воображение, раскрасит дом в 3 цвета и, возможно, без особой эстетики. А талантливый исполнитель будет использовать все цвета. Да еще так, чтобы они гармонично сочетались между собой. Второй вопрос. Бытует мнение, что талант человека является его божественным даром и одновременно проклятием. В истории есть немало примеров, когда гениальные люди становились рабами своего же таланта, расходуя весь жизненный ресурс на его реализацию, при этом так и не познали счастья любви, семьи, достатка и признания. Как вы считаете, может ли талантливый человек познать жизнь в полной мере? Если у Димаша будет жена, которая будет ожидать от него общепринятого отношения мужа к семье, к жене, то она будет воспринимать его талант как проклятие. Но Димашу нужны прежде всего музыка, творчество, желание делиться со слушателями теми сокровенными чувствами, которые открывают красоту мира, красоту человеческой души. Это для него как вода для цветка. И как без воды цветок увянет, так и без общения с публикой Димаш будет увядать. Поэтому от таких артистов, живущих творчеством, нельзя ожидать такого типичного семьянина. Но это не значит, что такой артист лишен ощущать радости семейного счастья. Он сможет радоваться и наслаждаться, но на свой лад. У умной жены есть это понимание. И она сможет, соответственно, устроить и создать все условия для своего мужа, позволяющие наладить оптимальный баланс между творчеством и семейным очагом. Ранее я уже высказывался, что рай или ад люди создают себе сами. Умная жена при таком гениальном муже, как Димаш, если постарается, будет способна создать семейный рай. Спасибо вам, друзья, за просмотр. У нас осталась третья, заключительная серия вопросов к музыканту, виртуозу и философу Мурату Рина. Всем пока, Димаш
Алга. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.